Мы знаем, что между Тэхёном и Чингуком флирт всегда очевиден, потому что их действия, кажется, направлены друг на друга между словами, которыми они обмениваются, взглядами, которыми они обмениваются, и действиями, которые говорят громче слов. Я действительно не могу не говорить об этих моментах, которые определенно заставляют меня думать, что их флирт неизбежен. Первый момент, который действительно заставил меня задуматься о том, как их даже не беспокоили намеки фанатов на их отношения, был, когда Чингук лайкнул пост в ТикТок, который намекал на его флирт с Тэхёном в довольно сюрреалистичной ситуации. Многие из нас не могли поверить, что это возможно, но когда мы увидели, что Чингук действительно посмотрел его и не раздумывая поставил лайк, это показало, что, несмотря на это, они все еще собирались флиртовать. Когда во время хореографии ДНК Тэхён подошел к Чингуку, чтобы исполнить свою партию, они уже обменивались взглядами и улыбками, которые никто не мог игнорировать. Даже когда Тэхён наклонился больше, чем нужно, и обнял Чингука за талию гораздо ближе, чем требовала оригинальная хореография, то, как Чингук отпустил ее, положив руку Тэхёну на плечо, а затем они оба застенчиво рассмеялись от близости, я думаю, был одним из самых очевидных моментов флирта. Просто посмотрите, как близко были их тела, буквально прижимаясь друг к другу. В этом не было необходимости, они просто делали это, потому что хотели. Чингук, казалось, даже не обращал внимания, как будто для него это было самым естественным. Тот факт, что они были так близко, даже их лица, или то, как они так провокационно прикасались друг к другу, не заботьтесь о том, что кто-то увидит, были тем, что мы действительно не могли игнорировать. Выражение лица Тэхёна, когда он осознал, что делает, и реакция Чингука, кажущегося удивления от его смелости, также были одними из самых странных и смешных вещей. На том концерте мы действительно слишком ясно увидели концепцию флирта. От того, как они целовали руки друг друга, просто чтобы держать Тэхёна, до их улыбок, потому что они действительно делали то, что чувствовали. В тот день, когда Тэхён подошел к Чингуку и сказал, что увидел Чингука одного и решил подойти к нему, было ясно, что ему просто нужно было побыть с Чингуком наедине, пока остальные ждали снаружи. Но то, как Чингук ответил, тем самым фирменным тоном, который он приберегал только для Тэхёна, что он не одинок, заставило Тэхёна ответить, что он знает, что Чингук любит компанию, при этом игриво похлопывая его и заставляя смеяться. Он был так нежен с ним, с этим фирменным физическим прикосновением Тэхёна, неоднократно касаясь волос Чингука и играя с его подбородком, как он всегда это делал. Но никто не мог забыть тот раз, когда они действительно открыто флиртовали на концерте Хаби. Чингук начал с того, что попытался привлечь внимание Тэхёна, ущипнув его за талию. Это было так эффективно, что Тэхён тут же ответил взаимностью, отставив бутылку и приняв кокетливую позу, чтобы Чингук мог продолжать дразнить. Когда Тэхён в итоге заерзал от смеха, реакция Чингука сказала все сама за себя. С этой точки зрения было ясно, что Чингук наслаждался этим взаимодействием. Тэхён даже рассмешил его еще больше, быстро двигаясь, пока наконец не опустился перед ним на колени. Они буквально не могли не касаться друг друга и не сосредоточиться исключительно друг на друге, с улыбкой, которая была так очевидна. Но моменты, когда они открыто флиртовали перед мемберами, определенно нельзя было игнорировать. Когда Хобби спросил Тэхёна, какой аромат ему нравится больше всего, простой вопрос, на который можно было бы ответить очень небрежно, Тэхён ответил, что ему очень нравится аромат цветов. В этом ответе не было ничего странного. Но когда Чингук напрямую спросил, какой цветок Тэхёну нравится больше всего, Тэхён, с полуулыбкой и выпрямившись, чтобы посмотреть Чингуку прямо в глаза, ответил, что это цветок под названием «ты». Без всякого намека на поддразнивание. Намджун даже странно на него посмотрел, словно ответ был слишком очевиден, чтобы фанаты его не заметили, ведь Тэхён ни за что не упустил бы возможность сказать, что его любимый аромат – Чингук. Это был вопрос Чингука, и это был его окончательный ответ с той самой особенной улыбкой. Еще одна милая деталь – это когда они делают это, не заботьтесь о том, кто услышит или увидит. В тот день, когда Тэхён попробовал стряпню Чингука, он, не раздумывая, спросил, хочет ли Чингук стать его парнем, потому что был по уши влюблен в стряпню Чингука и не смог удержаться от вопроса,
который, вероятно, был слишком очевидным, потому что Чингук, казалось, даже не волновался. Но здесь один из моих любимых моментов, который я до сих пор не могу забыть, был в день их первого совместного Instagram Live. Тэхён сказал что-то более низким, мягким голосом, отчего Чингук буквально растаял на месте, издавая странные звуки и ерзая, не в силах сдержаться. Тэхён точно знал, что делает, потому что его взгляд был таким очевидным, и тот факт, что он получил желаемую реакцию, удовлетворил всех нас. Они так откровенно флиртуют, что даже забавно ощущать, будто мы вторгаемся во что-то между ними. В их последнем выступлении, когда Чингук спросил, принимал ли Тэхён душ, и Тэхён ответил утвердительно, было забавно, когда Чингук обвинил его в том, что он не выглядит так, как выглядел, и они оба долго смотрели друг на друга, а затем рассмеялись над чем-то, чего никто, кроме них двоих, не мог понять. Их реакции настолько очевидны, что невозможно не заметить, когда они открыто флиртуют перед другими. И тот факт, что у нас есть эти моменты, самое ценное для меня. Потому что Тэкук просто не может помочь тому, что они чувствуют, когда вместе. В конечном счете, когда мы оглядываемся на все эти моменты, эти крошечные взгляды, которые длятся всего долю секунды, смех, которым они необъяснимо обмениваются, прикосновения, которые слишком естественны, чтобы быть случайными, мы понимаем, что отношения Тэхёна и Чингука не то, что можно скрыть за камерами, хореографией или даже большой сценой. Есть вещи, которые не нужно объявлять, чтобы их почувствовать. Есть близость, которой не нужны ярлыки. Есть чувство настолько невинное и спонтанное, что его видит каждый, стоит лишь прислушаться. Каждый, казалось бы, простой момент, улыбка, невинный вопрос или просто их слишком близкое расположение доказывает, что происходящее между ними выходит за рамки дружбы, которую они изображают на публике. Существует язык, понятный только им, маленький мир, принадлежащий им, изредка открывающийся нам сквозь крошечные трещинки в их общении. И именно поэтому мы, наблюдающие издалека, можем почувствовать нечто более глубокое. Не из-за фантазий или завышенных ожиданий, а потому, что они сами никогда не пытаются скрыть свое отношение друг к другу, нежность, тонкую заботу и легкий флирт, который постоянно возникает даже в самые неожиданные моменты. Тэхён и Чингук не просто видят друг друга, они находят друг друга. Они не просто сближаются, они притягиваются друг к другу. Они не просто дразнят друг друга, они понимают друг друга так, что словами не описать. В этом и заключается прелесть их отношений, не в том, что они идеальны, не в том, что они масштабны и драматичны, а в том, что они честны, потому что каждый смех, каждый жест, каждый многозначительный взгляд ощущаются как крошечный кусочек истории, которая продолжает расти только между ними. И, возможно, в конце концов, мы все лишь крошечные свидетели истории, гораздо большей, чем любая камера могла бы запечатлеть или кто-либо мог бы написать. Истории, которую чувствуют, а не объявляют. Близости, которая просто случается без разрешения мира. Близости, которая принадлежит только Тэхёну и Чингуку, и остается причиной того, почему каждое мгновение между ними кажется таким живым, таким теплым и таким значимым. Потому что, что бы ни случилось, одно всегда остается неизменным. Когда они вместе, мир словно останавливается на мгновение. И есть только они двое, Чингук и Ким Тэхён.